Когда подходишь к стенам школы, то чувствуешь что-то особенное, уникальное. Экворту уже более 240 лет, и у него богатая и интересная история. Здесь гордятся своими многолетними традициями и семейными ценностями. Здесь ставят акценты на индивидуальные цели и вдохновение. Путь обучения в школе Экварт помогает детям реализовать свой потенциал, часто больший, чем ожидается. Смотрите, сразу в центральном холле на экране, когда заходишь, добро пожаловать, Егор Еремеев из СМАПСа. Вот когда такое видишь с порога, чувствуешь себя особенным. А ну-ка скажите мне, получилось бы у вас прогулять уроки, если бы вы жили бы прямо в здании школы, прямо на втором этаже над кабинетами, где проходят уроки? Покажу вам бординг, где живут студенты. Вот это общая кухня. Помещение находится прямо в центральном здании школы. Это центральная кухня со своей такой барной зоной. Также дальше из вот этой кухни вы проходите в зал, где есть телевизор, зона для отдыха, настольный футбол. Сейчас мы в одной из комнат. Это комната для мальчиков. 2 кровати, кстати, достаточно большая комната. Вот можно видеть окно. Ширина где-то, наверное, метров 5 у комнаты, то есть квадратов, наверное, 25. Здесь стоит стол для учебы, второй стол. И смотрите, самое главное, что мне хочется вам показать. То есть вы сразу же живете в здании школы. Прогулять все уроки не получится уж точно. Сейчас мы в кабинете дизайна и технологий. Правда, это сложно назвать, наверное, кабинетом, потому что это целое здание. Меня окружают всякие разные поделки из дерева, которые в будущем могут быть каким-то креслом, да, или шкафом, или здесь вот даже стоит что-то типа римской кареты, когда гладиаторы сражаются. То есть очень много разных вещей, над которыми работают дети. Еще пару слов о вот этом отделении дизайна и технологий. У вас не просто комната с подделками. Здесь целое здание, которое выделено под этот предмет. И, к примеру, по этой винтовой лестнице вы поднимаетесь наверх, и там стоят компьютеры, где установлены программы, где дети занимаются разработкой дизайна для своих будущих продуктов. Много где на стенах висят примеры разного рода дизайнов, от мебели до электронных каких-то приборов, предметов. То есть можно работать над всем чем угодно. И здесь большие пространства, кабинеты с разными инструментами, с разными машинами по резке, деревообработке. То есть можно реально, если вы хотите быть дизайнером, можно сделать все, что угодно. 5 теннисных кортов, 8 футбольных полей для игры 11 на 11. Плюс еще занимаются в городе, здесь на профессиональных футбольных полях в футбольной академии. Если вы занимаетесь профессионально теннисом или футболом или сквошем, хотя, конечно, сквош он не так популярен в России, но тем не менее, то Оквард как раз популярен именно этими академиями профессиональными. По настольному теннису 2 года назад Оквард стала школой номер 1 в Великобритании. Как среди девочек, так и среди мальчиков. Сейчас в школе обучается 500 учеников, которые представляют более 20 национальностей. Здесь больше 50 клубов и сообществ. И дети задействованы в 20 видах спорта. Если вы хотите узнать больше о программах обучения в Экварт School, узнать о требованиях к зачислению или задать вопросы, переходите по ссылке в описании к данному видео. На сайте есть онлайн-чат, где вы можете задать вопросы онлайн-консультантам.
представитель школы показал фотографию 1890 года. Это бассейн, который был построен, то есть можете представить, бассейну 130 лет. И здесь в школе тогда еще не было специальных купальных костюмов, и все купались голышом. Еще вот, пожалуйста, стоит билборд. Здесь написано, что они номер 1 во всем Йоркшире по, они это называют, добавочной ценности, value added. Что это значит, когда ребенок поступает? С момента поступления в среднюю школу до момента окончания школы ребенок достигает наивысших результатов. То есть они номер 1 в Йоркшире. На стенах есть известные люди, кто здесь учился. И вот, к примеру, Фиона Вуд, она британка, но потом она переехала в Австралию. И она была женщиной года в Австралии в революционных достижениях в медицине. Они делали какие-то исследования для кожи. Вот на этой стене мы можем видеть Филиппа Нойла Беккера. Он единственный человек, у кого есть одновременно и олимпийская медаль, и также он получил Нобелевскую премию. Единственный человек, кто одновременно и олимпийский чемпион, и Нобелевский лауреат.